Ты слушаешь Радио Мария. Сегодня 6 марта, и вы слушаете главные новости Израиля на Радио Мария. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Вчерашний вечер 5 марта на севере страны снова был неспокойным. По городу Кирьят-Шмона Хизбалла выпустила залпы с более чем 50 ракет. Большая часть ракет была перехвачена ПВО, пострадавших не было. В ответ на залпы из Ливана ВВС Израиля атаковали цели Хизбаллы на юге Ливана. Главные новости Израиля. И в продолжение темы министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил специальному посланнику США в регионе Амосу Хохштейну, что продолжающееся нападение Хизбаллы на Израиль приближает страну к принятию решения относительно военных действий в Ливане. Цитирую: «Мы привержены к дипломатическому процессу, однако агрессия Хизбаллы приближает нас к критической точке в принятии решений относительно нашей военной деятельности в Ливане», заявил во время встречи в штаб-квартире Министерства обороны в Тель-Авиве Йоав Галлант. Также предупредил Амоса Хохштейна, что, по данным его офиса, Хизбалла втягивает стороны в опасную эскалацию. Напомню, что с 8 октября прошлого года каждый день с территории Ливана летят ракеты в сторону Израиля. Группировка Хизбалла заявляет, что она именно так поддерживает своих друзей в Газе, группировку Хамас. Не только Хамас и Хизбалла. Йеменские хуситы ночью повредили кабели глобального интернета в Красном море. 4 кабеля из более чем 15 были повреждены. По оценкам экспертов, это влияет на 25% трафика. Через Красное море идет 80% азиатского трафика на запад. Были запущены механизмы для перенаправления трафика. Напомню, что хуситы уже повреждали кабели в Красном море в конце февраля. В декабре же они пригрозили делать это и дальше, если Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон поддерживает требования Израиля о том, чтобы Хамас предоставил список живых заложников, которых он готов освободить, чтобы продолжить переговоры. Напомню, что ранее террористы Хамас говорили, что не знают, где находятся все заложники. Но Миллер в целом отвергает это утверждение, цитирую: «Они похитили этих заложников, они продолжают их удерживать. Если они продолжают их удерживать, они должны знать, где они находятся», заявил Миллер. Добавлю, что Израиль пока не соглашается на сделку с Хамас, пока не будут предоставлены списки заложников. На данном этапе сообщается, что из 136 заложников в живых, возможно, осталось не больше 30. Далее к другим событиям. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху предложила установить национальный день траура в день, близкий к еврейскому празднику Симхат Тора, в честь погибших во время нападения Хамаса на Израиль 7 октября прошлого года. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Израиля Кан. Поскольку в прошлом году 7 октября выпало на Симхат Тора, то национальный день траура будет проводиться не в день самого праздника, а в близкую к нему дату. Мероприятия этого дня будут включать в себя 2 официальные государственные церемонии. Одну в память о жертвах нападения на Израиль и одну в память о солдатах Цааля, павших в боях с Хамасом 7 октября и на территории сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после выхода с больничного был настолько возмущен поездкой министра военного кабинета Бенни Ганца в США и Великобританию,
что канцелярия премьер-министра якобы поручила посольству в Лондоне не оказывать помощь ни в одном аспекте визита Ганца, включая вопросы, касающиеся его безопасности. Об этом сообщил 12-й телеканал в выпуске «Хадашот». Также напомню, что ранее сообщалось, что канцелярия главы правительства пыталась отменить авиабилеты, приобретенные для Бенни Ганца в Вашингтон и Лондон. Но когда выяснилось, что за отмену билетов необходимо заплатить штраф в размере $7000, отменять их не стали. Как сообщила общественная телерадиокомпания Израиля Кан, авиабилеты Ганца в Вашингтон и Лондон в общей сложности стоили $19 000. Главные новости Израиля. המדיניות של ישראל תמיד הייתה ותמיד תהיה לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות. כך נהגנו כמובן גם בחג הרמדאן וכך ננהג גם עכשיו. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу согласился не сокращать количество верующих, которым разрешено молиться на Храмовой горе в первую неделю Рамадана. Об этом заявила канцелярия премьер-министра. Таким образом, в заявлении указывается, что общие ограничения, которых добивается министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, в том числе в отношении израильских арабов, не будут введены. Цитирую заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. В первую неделю Рамадана количество верующих, которым будет разрешено войти на Храмовую гору, будет таким же, как и в предыдущие годы, говорят в канцелярии премьер-министра. Каждую неделю будет проводиться ситуационная оценка безопасности и будет принято соответствующее решение. Рамадан священ для мусульман, и святость праздника будет сохранена в этом году, как и каждый год, обещают в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. В то же время министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньягу, цитирую, «в угрозе для граждан Израиля», после того, как Нетаньягу подтвердил, что Израиль не изменит количество верующих, которым будет разрешено молиться на Храмовой горе в первую неделю Рамадана по сравнению с предыдущими годами. Решение разрешить аналогичное восхождение на Храмовую гору в Рамадан, как и в предыдущие годы, показывает, что Нетаньягу и ограниченный, цитирую, военный кабинет считают, что 7 октября ничего не произошло. Это решение ставит под угрозу граждан Израиля и может создать имидж победы Хамаса, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Мужчина, который в начале этой недели погиб в результате ракетного удара Хизбаллы по северу Израиля, был гражданином Индии. 31-летний Максвелл был женат и имел 2 детей. Он прибыл в Израиль 2 месяца назад по рабочему контракту и работал на плантациях на севере страны. Напомню, что в этом нападении Хизбаллы пострадало еще 7 человек, они получили ранения и сейчас находятся в больницах Израиля. Армия обороны Израиля объявила, что завершила разрушение крупнейшего в истории туннеля Хамаса. Части туннеля были взорваны саперами, а оставшиеся подземные переходы Цахаль позже залил бетоном. Напомню, что взорванный туннель был длиной около 4 километров и в некоторых местах уходил под землю примерно на 50 метров. Он был достаточно широким, чтобы через него могли проехать транспортные средства. Туннель не выходил на территорию Израиля, но официальные лица описывали его как предназначенный для использования в наступательных атаках, а не как оборонительную позицию или же для перевозки чиновников Хамаса. Призывы главы ООН Антонио Гутерриша и главы агентства ООН в секторе Газа Филиппа Лазарини вернуть финансирование агентству в секторе Газа, видимо, услышали в ЕС. Министерство иностранных дел Израиля осудило принятое решение Европейского Союза восстановить часть финансирования агентства ООН по делам палестинских беженцев, замороженного после появления доказательств того, что сотрудники агентства ООН принимали участие в резне 7 октября. Цитирую. «Неутешительное решение придает легитимность участию сотрудников агентства ООН в деятельности Хамаса», говорится в заявлении Министерства иностранных дел Израиля.
Напомню, что в своем заявлении комиссия ЕС прокомментировала, что решила выделить агентству ООН по делам палестинских беженцев 50 миллионов евро. Главные новости Израиля. Молодой человек из штата Мичиган, который признался, что использовал социальные сети для угроз в адрес евреев, приговорен к году тюремного заключения. 20-летнего Шона Пиетила, находящегося под стражей с июня, обвинили в использовании соцсети Instagram для обсуждения планов лишения жизни людей. Прокуроры добивались тюремного заключения сроком почти на 3 года, но окружной судья США Роберт Джонкер согласился на 366 дней, а также на $10 648 в качестве компенсации синагоге. В прямом эфире на радио Нария продолжаем главные новости Израиля. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, а также написать свой комментарий. Также спасибо нашим спонсорам. Их имена вы сейчас видите на своих экранах. Напомню, что на нашу радиостанцию осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь на наш резервный YouTube-канал. Если же мы не сможем выйти в эфир на этом канале, на котором вы сейчас смотрите новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Правда, о которой мы говорим, многим не нравится. А мы продолжаем наш выпуск. Предъявлено обвинение против жителя Нового Галиля, который подозревается в том, что выдавал себя за нескольких разных людей, в том числе за министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Подозреваемый обманным путем получил данные людей, сумел оформить кредитные карты, взять кредиты и даже совершить транзакции на сотни тысяч шекелей. Следователи полиции в участке Нового Галиля смогли установить личность подозреваемого. Ну а по итогам расследования на него было подано заявление прокурора по 27 делам о мошенничестве. В удостоверении личности, которым пользовался мошенник, была фотография министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Указано его полное имя, а также дата рождения, дата выдачи и срок действия Теудат Зеуда. С его помощью мошенник связался с кредитной компанией и попросил оформить карту. На одной из записей разговора подозреваемого слышно, как он разговаривает с представителем кредитной компании и просит взять кредит от имени министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, цитирую: «Меня зовут Итамар Бен-Гвир, я хочу заказать кредитную карту, а также взять кредит». Конец цитаты. Мужчину ожидает до 5 лет лишения свободы. Главные новости Израиля. К этой минуте это все новости. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.